один из ключевых аспектов вообще, почему у нас торговля не идет. Да, когда вот мы сидим у экрана, смотрим на рынок, чего нам не хватает? Дисциплины, терпения, внимания. Вот основные проблемы. А как нам сосредоточить свое внимание? Как понять, что именно сегодня нужно торговать, скажем, нефть или золото или евро? Как мы фильтруем наши сделки? Как мы определяем, какой символ нам торговать? И сейчас я не говорю о правилах, что вот если ты видишь первое правило, второе правило, входи в рынок. Нет. Я сейчас говорю про то, как мы понимаем, что сегодня наилучшие шансы, наибольшие шансы, скажем, поймать движение на евро или на какой-нибудь акции, или на какой-нибудь валюте. Как мы это понимаем? Вот ключевой момент. Именно с этого начинается ваша торговля, именно с этого начинаются все ваши дальнейшие, скажем так, действия. Потому что если вы определили не тот рынок, то все дальнейшие шаги, все дальнейшие действия, направленные на то, чтобы оттуда извлечь какую-то прибыль, обречены в большинстве своем, если это неправильный выбор. И вот тут ключевой вопрос. А что есть правильный выбор? Я за годы, за 12 лет в трейдинге нашел определенные закономерности, по которым мы можем с очень высокой точностью определить, что, например, сегодня тот или иной символ, скажем, евро, или фунт, или золото, или природный газ, неважно, взлетит. То есть определенный набор условий, критериев, которые появляются перед взрывными движениями. Я могу прямо сейчас с вами поделиться сигналами, о которых пойдет речь уже в закрытом формате. И вы заметите, насколько это просто. Смотрите, ситуация состоит трендовая. Сейчас только тренды разбираем, ничего более. То есть фокус на том, чтобы найти тренд. Да? Импульс. Проще даже говоря, импульс, а дальше уже, если пойдет, то еще заработать. Смотрите, шаг первый. Смарт-осциллятор, это гистограмма внизу графика, чтобы продать, мы сейчас разберем вариант на sell. Смарт-осциллятор ниже 50, минус 50, ниже минус 50. Это будет первое условие. Давайте найдем здесь ситуацию, где смарт-осциллятор ниже 50. Вот здесь он упал ниже 50. Да или нет? Да. Сейчас вы скажете, Аркадий, это все понятно на истории. Давайте подождем сигналы, пока я вам расскажу. Смарт-осциллятор ниже 50. Здесь. Вот. Я поставил вертикальную линию. Вы не можете с этим спорить. Я не могу с этим спорить. Это факт. Я вижу? Да. Все видят. Круто. Идем дальше. Второе условие. Второе условие. После этого я хочу видеть TC Buy. И вот здесь я отвечу наконец-таки на самый главный вопрос ваш, который часто задают мне трейдеры, и даже не вопрос, это как комментарий выглядит. Аркадий, у тебя сигнал на buy, ты что продаешь? И сейчас я для вас объясню, почему мы продаем, когда сигнал на buy. Смотрите, смарт-осциллятор ниже 50, первое условие, да? Второе условие, что я хочу увидеть, TC Buy. TC Buy вообще что такое TC? TC это Trend Change, сигнал, который определяет изменение направления движения цены, да? То есть силу рынка. И когда происходит так, что появляется TC Buy, а его цена не видит, ну то есть идет вниз дальше, то есть был сигнал на покупку, а его пробили, пошли вниз, это говорит о том, что продавцы усиливаются. И вот это как раз та конструкция, которая нам нужна, чтобы входить в тренды или чтобы поймать как минимум импульсное движение. То есть вот это резкое движение. Все, как минимум. То есть это минимальная задача. А дальше, если тренд будет развиваться, мы еще заработаем. Все. И вот эта базовая установка, смарт-осциллятор. Произошла пересменка. То есть здесь был столбик зеленый, здесь столбик красный. Это важно. То есть вот момент, когда что-то не ладится на рынке, дисбаланс. Вот TC Buy 2 условия. Вижу, ну, это объективно, да, я могу пощупать, да. Потому что вы никогда не станете зарабатывающим трейдером. Never. Это не произойдет никогда, если вы не упорядочите свои действия, они не будут опираться на визуальные какие-то ориентиры, критерии. Потому что если не визуальные критерии, то какие? На ощущениях. Чувствую, думаю, кажется. Но еще раз, если это для вас развлечение, то тогда это нормально. Торговать на основе чувств. Иначе как вы будете развлекаться? Да? А если для вас это все-таки такое, ну, скажем так, дело
которое вы хотите, чтобы стало частью вашей жизни, вот тогда вам надо смотреть этот тренинг. Иначе, тогда не надо. Не будет понятно, или вы напишите какой-то бестолковый комментарий по типу истории все понятно, или, скажем, это все ерунда, не работает, такого рода, да, не сталкиваясь с этим, не зная этого. Итак, резюмирую. У нас есть изменения на смарт-осцилляторе, минус 50. У нас есть TC-BUY, который вот здесь пересекли. Минимум стрелочного сигнала пробили, вот здесь его пробили. Есть. Объективно, да. И вот затем мы ждем коррекцию. Коррекцию куда? К черным точкам волатильности. Понимаете, ассоциация. Вот смотрите, я хочу, чтобы у вас сейчас выстроился ассоциативный ряд. Это настолько недооценивают трейдеры, что ужас. Они готовы торговать на ощущениях, на каких-то соображениях, что туда пойдет цена, так будет, или каких-то невероятных сигналах, нежели руководствоваться сухой вот этой логикой, сухой объективной информацией. Смотрите, я сейчас так разжую, это будет прям очень примитивно, но это вот сюда. Вот сюда, и для этого нужно, чтобы вот здесь мы научились реагировать на то, что мы видим. Угу. Смотрите, красный осциллятор, смарт-осциллятор красный, стрелка зеленая TC-BUY, черные точки волатильности. Вот этот ассоциативный ряд на sell. Угу. Смарт-осциллятор красный ниже 50 раз, TC-BUY стрелочный сигнал и затем его пробой 2, коррекция к черным, то есть мы на цвета ориентируемся, да, черным sell, то есть вот эта зона sell. Угу. Затем, что мы видим? Опять движение, опять пробили и опять коррекция сюда. Угу. Если она будет, опять sell. И вот здесь мы видим, робот это подхватывает и показывает. Все. Все. Да, есть там еще нюансы, есть свои критерии, безусловно, есть свои параметры, по которым такие сигналы прям самые-самые топовые, выверенные, да. Идем к индексу DAX, его сейчас будем торговать. Так. Угу. Ну вот смотрите, вот то, что я вам описывал, сейчас робот показывает. Смотрите, первое условие. Смарт-осциллятор красный. После зеленого, да, и минус 50. 100%. TC-BUY появился, да. Пробили минимум TC-BUY, да. Коррекция к черным sell. Все. Это может выглядеть как, это слишком просто. Надо же потрахать себе мозги, потеребить таймфреймы, понакидывать скользящих, порисовать линии какие-нибудь, чтобы сделка получилась. Так же не бывает. Нельзя так, нет, так нельзя торговать. Ни в коем случае. Надо торговать сложно. Просто мой трейдинг был сложным на протяжении очень многих лет. Очень многих лет. Хаотичным, беспорядочным, непонятным. Вот здесь справа. Справа была неизвестность. Непонятно было, что делать. Постоянно нерв какой-то. Почему вы думаете, что должно быть обязательно сложно? Ждем сигнал. Точнее, сигнал есть, ждем коррекцию и продаем DAX. Можно продавать сразу, прыгать в тренд, но лучшее решение в плане риск-менеджмента – это коррекция. Тогда ты сможешь поставить более короткий стоп, получить больше потенциал для профита. Если продаешь здесь, твой стоп будет шире намного. Да, потому что ты продаешь потоки, и чтобы защитить свою позицию, да, поставить стоп-лосс правильно, нужно его ставить дальше. А когда уже коррекция произошла, то тогда стоп будет короче. Угу. Мы ждем коррекцию к черным точкам. Смарт-осциллятор красный, TC-BUY какой? Зеленый, пробой TC-BUY, коррекция к черным точкам. И все, и вот это на поток ставим. Можно, еще раз я говорю, торговать вот так, на своих любимых двух символах, трех, например, золото, нефть, я не знаю, акции, ваши любимые валютные пары, фунт-доллар, евро-доллар, все что угодно. Почему? Потому что 2-3 символа ты еще глазами можешь, да, как-то охватить. Но если ты будешь вот так сидеть и каждый символ просматривать, это приведет к расфокусу. Ты не поймешь, что себе сейчас нужно торговать, не сможешь сосредоточить внимание, особенно если вдруг все начнет так быстро-быстро меняться.
То есть внимание будет вот как камера дрожит тут. Вот так. Понятно? И вот я сейчас с вами тренинг веду для вас, и параллельно робот ищет сигнал. Вот этот критерий. Все. Ничего больше. Короче, чтобы я много не рассказывал здесь, зайдите на сайт, возьмите пробник на 7 дней, посмотрите, поюзайте, решите для себя и сами поймете все, насколько это для вас станет удобно, просто, эффективно. Ваша торговля будет на другом уровне. Вот, например, сегодня утром сигналов не было в Европу. Причем вы можете торговать в любую сессию, в азиатскую, европейскую, американскую. Взяли кластер трейдер, смарт-осциллятор, тренд-сканер. Все это одно целое, да, один организм, скажем так, сейчас. Вот. И, ну, конечно, тренд-сканер – это вообще другой уровень в плане того, что он сам мониторит критерии торговой системы. И когда они все совпали, тебе показывает. То есть это как твои глаза, да, на огромном количестве рынка. Удобство сумасшедшее. И сиди и работай. Там, где сейчас, прямо вот сегодня, в данный момент времени есть шанс. Не просто потому, что ты хочешь торговать, или тебе там, я не знаю, евро нравится, а потому что там есть шанс поймать тренд, движение. Преимущество у тебя есть там статистическое, техническое, всестороннее. Ждем, пошла коррекция по индексу DAX. Я не смотрю на старшие графики. Почему? Потому что вся информация собирается со старшего на моем рабочем. Смарт-осциллятор с 5-минутки. Здесь есть уровни, которые строятся с 30-минутки. Тренд-сканер смотрит на общее состояние рынка. То есть здесь вся информация стекается в один таймфрейм. То есть мне не нужно, как, знаете, использовать как модель экранов, да? То есть когда несколько экранов, 2 экрана, 3 экрана. Это не нужно, потому что все в одном собирается. Поэтому я не смотрю на старшие графики, бессмысленно, там нет ничего для меня, потому что все собирается с них вот сюда. Ждем. Готовимся продать DAX, нажимаем на кнопку на советники и ждем стоп-лосса. Еще, кстати, такой этот момент тонкий, он не такой важный, прям супер-мега, но я когда торгую, я смотрю на вот эту вертикальную шкалу, на круглые значения. И, например, если я сейчас здесь продам, здесь есть такое значение, как 18 тысяч, вот оно. И стоп должен быть за 18 тысяч, потому что рынок может попробовать сюда даже пробиться, да, и потом упасть. Тоже такой важный момент. Чуть-чуть за, не обязательно прям туда гнать наверх, немножечко за экстримом. Зашел в sell, идеальный сигнал на продажу, причем рынок может попробовать протестировать 18 тысяч ровно, круглое стратегическое значение, но разницы здесь никакой нет. Вот она зона sell, да? Вот. Вот отсюда, вот так даже она простирается. То есть где бы ты ни продал, это ок здесь. Но для меня, как для интрадейщика, и если я хочу получить 80 примерно, понятно, что это не статичная цифра, она падает иногда чуть растет, да, 80% прибыльных сделок, когда цена касается черных точек, волатильности после сигнала тренд-сканера, естественно, да, то смарт-осциллятор вот здесь в моменте должен быть ниже минус 50. Это прям надежнейшая тема, надежнейший сигнал. Поэтому даже когда он вот так растет, меня это не пугает. Почему? Потому что я знаю, что это отрабатывает великолепно. Ждем. Мы заходим в зону как раз даже чуточку выше, чуть выше 18 тысяч. Это нормально. Это не должно вас смущать. Не спешим, не торопимся никуда. Мой take-profit внизу. Стоп на месте. Пока ничего не делаю. И у меня есть одно такое простое правило, что когда цена идет в плюс, ну скажем, я вот здесь продал, цена идет в плюс на полпути к тейку. Вот до середины доходит, скажем, вот здесь, я начинаю потихоньку свой стоп сокращать, двигать. В отдельных случаях я могу перевести в БУ, но в большинстве случаев я просто его сокращаю потихоньку. Таким образом, риск ОП открытой позиции он намного меньше, если фактически, ну скажем, соотношение 1,5
take profit, когда в 1,5 раза больше, чем стоп, то когда я уже управляю позицией, это может быть 2х или даже 3х. Да? То есть take может быть в 2-3 раза больше, чем мой стоп-лосс. Потому что, например, я продал здесь, цена пошла в плюс, я взял стоп, подвинул, например, сюда, тейк остался здесь, то тогда получается соотношение совсем другое. Риск открытой позиции. И если вдруг рынок потом развернется, я получу не полный стоп, а, скажем, только половину из того, что мог получить. То есть это тоже важно, и мы это прорабатываем, управление позицией. То есть когда у тебя есть четкий фундамент, там уже дальше намного проще работать. Использовать вот эти мелкие правила, мелкие нюансы. Мы ждем вот сюда движение, вот к этим белым точкам, потом начнем стоп потихоньку двигать, сокращать. Часто меня спрашивают про настройки. Смотрите, смарт-осциллятор. Здесь ничего не меняем. Все как обычно. Во входных параметрах мы используем 5-минутный таймфрейм для понимания того, какой тренд, насколько он силен, находясь на минутке. То есть робот считывает с 5-минутки данные и показывает мне на минутном графике такую гистограмму. Мы можем поменять таймфрейм, ну, например, на М15 поставить. Тогда она, видите, как изменится. Данные будут обновляться раз в 15 минут. Тоже допускается, но это для меня, например, большой слишком таймфрейм в плане связки. Да? Минутка 15 минут. Минутка 5 минут нормально. Соответственно, здесь 5. Если мы торгуем на 5 минут, ну, например, вот так, да, то мы можем идти в настройки и вот здесь оставить как есть 15 минут, тогда у нас будет для 5 минутки строиться гистограмма с 15 минут. Здесь мы будем видеть направление рынка, здесь мы будем видеть точки экстремального растяжения рынка, здесь мы будем видеть силу, в общем, все, что нам нужно в одной гистограмме будет видно, все. Но я использую 5 минут для минутки, потому что я работаю на минутном графике, это первое. Что касается других настроек, здесь есть настройка сигнальный уровень, это вот этот уровень красный и зеленый. Когда цена туда подходит, например, зеленый гистограмма упирается в красный уровень, это предупреждение, что может быть пауза. Ну, например, вот такого плана, смотрите. Сейчас, секундочку. Когда, например, вот здесь столбик ушел, плюс 100, вот здесь цена взлетела, мы же видим, скорее всего, будет пауза. То есть нужно, чтобы смарт отошел от экстримов, тогда можно снова искать покупки. То же самое здесь. На экстриме, значит, будет пауза. На экстриме, значит будет пауза, будь осторожен. И это для любой связки. Я использую связку М1 и М5. Это первая настройка уровней. Вторая настройка уровня, здесь есть посередине уровень. Вот он проходит 50. Если мы зайдем в уровни, мы увидим вот 50 и минус 50. Это как раз уровни силы тренда. И когда происходит коррекция на рынке, мы хотим видеть на нашем смарт-осцилляторе, что он не уходит в идеале вообще за 50. Может незначительно уйти за 40 вот туда в момент коррекции, но ничего страшного. Вот. То есть здесь не должно быть. Здесь все зона, где точно нельзя продавать. Потому что бывает такое, ты ждешь коррекцию, он прям на коррекции поднялся сильно. Да, гистограмма так не должно быть, когда ты продаешь. То есть она должна остаться сильной. А золотое место, скажем, для sell, это когда гистограмма здесь, и для buy, когда она вот здесь. Вот так. Это для buy. Это что касается смарт-осциллятора. Вы экономите время, энергию, повышаете концентрацию внимания, то, чего вам не хватает сейчас, и действуете намного лучше, намного точнее. И работайте только тогда, когда на то есть причины, и вы понимаете, что сейчас торговать, именно в данный момент времени, что лучше торговать. Не все подряд там, не все валюты или фьючерсы, или акции, а вот конкретно что. И это супер удобно, и многие трейдеры, которых мы недавно просили написать отзывы по тренд-сканеру, мы это редко делаем, потому что я понимаю, вам это тоже интересно. Да, что люди думают, кто пользуется. И вот они как раз именно на этом делают акцент, что основной момент – это ты перестаешь бегать по рынку, искать сигналы, а фокусируешься действительно на самых надежных и лучших возможностях. Поэтому зайдите, почитайте, что там люди пишут, исходя из уже их опыта использования этой
этих программ, этой торговой системы. И вы поймете, насколько это вам может быть важно, насколько это вам может быть полезно, и насколько это может привести вашу торговлю к профиту. Но к профиту не хаотичному, когда повезло, там заработал, а осознанному, осмысленному, логически подкрепленному профиту. Вот что важно. И это вот такие убеждения, установки в голове создает, что ты, когда смотришь на график, вот раньше у тебя как, да, страх упустить возможность постоянно. Иногда это тоже бывает нормально, даже если ты опытный. Но я говорю, когда это у тебя постоянно состояние, страх упустить возможность, сомнение и неуверенность в том, нужно ли сейчас принимать эту сделку или подождать, но сейчас она чуть опустится или сейчас она чуть вырастет. Но потом ты думаешь, ладно, попробуй. Вот от такого уйти поведения, которое гарантированно, безо всяких шансов ведет к сливу. Многие говорят, я торгую на демке. То же самое, если ты сливаешь на демке, ты будешь сливать на реальном счете. Ничего не изменится. Более того, демка такой провокатор, который, знаете, как это как петля такая. Ты еще не знаешь, но тебя уже эта петля затянула, когда ты на демке торгуешь. А как это происходит? Ты торгуешь на демо, слил одну демку, ладно, нарушил кучу ошибок наделал, слил, кучу ошибок наделал, слил. И вот так копится твой негативный, неправильный совершенно опыт. Понимаешь, в чем дело-то? Ты делаешь неправильные вещи, опыт у тебя неправильный. Отсюда потом ты переходишь на реал и никак не можешь избавиться от вот этих убыточных привычек. И удивляешься, а что у меня не получилось? А почему я не могу избавиться от... Почему я не могу торговать успешно? Ну, потому что столько демок слил. А почему ты слил столько демок? Ну, потому что это же демка, я другую открою, новую демку открою. А ты в голову вдалбливаешь неправильные привычки. Их потом трудно оттуда выгнать. Поэтому, если вы торгуете на демо-счете и теряете деньги, и думаете, что я сейчас, ну ладно, одну демку слил, открою другую, и там попробую заработать, потом, солью и ладно. Это очень плохой прецедент. Солью и ладно. Это отвратительный прецедент. Потому что это нисколько влияет на твой кошелек, он никак не влияет, да, денег у тебя меньше не становится, но у тебя денег становится автоматически меньше в будущем. Потому что когда ты начнешь на реалке торговать, все вот эти старые привычки, они настолько уже осели в твоем теле, напрямую, это не в голове сидит, в теле. Потому что реакция, ты такой становишься импульсивный, как на иголках, что все бабки сливать начинаешь. Давайте закроем DAX. Фиксируем прибыль. Долго очень. Обычно так не происходит. Мы заходим в моменте движения в нашу сторону и берем прибыль. Здесь мы видим, рынок чуть выше прошел зоны, но это ни о чем не говорит. Это зона, где надо фиксировать. Если ты здесь продал, вот этой области, чуть выше продал, отлично, чуть больше у тебя получился потенциал, соотношение тейка к стопу. Продал ниже, чуть меньше, это не критично. Самое главное, когда мы торгуем, кстати, может потом будем продавать еще, если будет падать. Самое главное, это смарт-осциллятор минус 50 раз. Свежее изменение, да, то есть вот только оно произошло. И он сразу минус 50. Пробой TC BY 2. Коррекция к черным точкам волатильности 3 sell. В момент коррекции смарт-осциллятор должен быть ниже 50 в идеале. Иногда вот такой может быть, но это нужно быть очень осторожным. В момент коррекции минус 50 и ниже. Sell. Стопы за, и обязательно смотреть на круглое значение, потому что его могут прийти протестить. Стоп должен быть за круглым значением, это важно. Здесь зашел на ретесте структуры, вот зона. Вот это область фиксации прибыли, плюс здесь еще лоу, минимум вчерашнего дня. Когда у тебя есть вот эта системность, вот эта твердая основа торговли, которая выражена в конкретных объективных критериях, то ты даже в самых таких тяжелых ситуациях можешь легко найти хорошие трейды, хорошие решения, потому что у тебя есть на что опираться. А большинство трейдеров даже этого нет, они чуть что-то не так пошло, все, депозит, слив. Поэтому что я вам рекомендую сделать сейчас? Прямо сейчас переходите под этим видео, будет ссылка. По ссылке вы попадете на мой сайт ztrader.ru, который с 2017 года существует, он недавно обновился, стал посимпатичнее немножко, да. Вы туда пройдете, попадете на страницу с тренд-сканером. К тренд-сканеру будет прилагаться вот эта торговая система, кластер трейдера, будет прилагаться смарт-осциллятор, советник ATM.
Там почитайте описание, посмотрите еще раз, что входит, почитайте недавние свежие отзывы людей. Я сам просил трейдеров, чтобы они дали обратную связь по поводу того, как им продукт. Те, кто использует год, те, кто использует полгода. Свежие, вот прям только-только мы получили от трейдеров информацию. Прочитайте, что они пишут. Это прям скрины с почты. Это не я написал, что типа мой продукт крутой. Более того, прочитайте, там еще рубрика «Ответ на вопросы». Если какие-то вопросы возникли, сразу на почту нам, на инфо пишите. Там будет кнопка «Подключиться на 7 дней». Возьмите на 7 дней и посмотрите уже вот, сами. Да, не с моих слов, и не с того, что я здесь вам показывал, вау, Аркадий, как это просто круто, а возьми сам и на своих символах, своих графиках, посмотри, там очень небольшое количество тренингов, специально, чтобы не грузить голову трейдеру, все последовательно, и еще будут добавляться новые тренинги. Сейчас я делаю свои продукты еще более доступными для самых новеньких трейдеров, которые вот он только стартует, чтобы вот прям вот разжевал, положил в рот. Кому нужны более продвинутые, они тоже есть. Если вдруг вы уже опытный и все там знаете, я имею в виду в целом, да, то для вас тоже есть такие тренинги, такие способы работы, да, где уже ваш опыт может пригодиться. Поэтому прямо сейчас переходите, потому что потом забудете, потом дела какие-то, и продолжите сливать на своем демо-счете или где вы там сливаете деньги. И будете создавать, понимаете, в чем проблема? В том, что вы будете создавать прецедент убытка вот здесь в голове. И это вот многие не понимают, что если ты сливал, потом раз открыл счет и начал торговать по правилам, ты будешь зарабатывать. Нет, ты не будешь зарабатывать. Тебе нужно сначала изменить свои привычки, которые сидят глубоко за счет твоих постоянных сливов на демке, которые ты считаешь, что типа, ничего, это же нереальный счет. Да. За счет постоянных сливов на демке ты гарантируешь себе слив в будущем, потому что привык действовать неправильно.